вы говорили по поводу акций, которые проходят Болотная, Поклонная гора. Какой отклик у вас эти акции вызывают? Готовы ли вы на них ходить? Так, понятно, вопрос понятен. Вот. И второй момент, это все-таки по поводу сегодняшней ситуации в Госдуме, по поводу Жириновского, все-таки была драка, не была, чему были вы свидетели, что там произошло? И на первый вопрос я вам отвечу. Я не хожу на митинги. Я не считаю, вот у меня была пресс-конференция на «Эхо Москвы», где я вел разговор с Борщевским, с Михаилом Юрьевичем. И у него был такой же вопрос, я ему ответил, что я против участия в таких акциях и на Болотной, и на Поклонной, и на других. Единственное, я согласился в День Конституции исполнить гимн России на Манежной. Вот. Почему? Почему мы так поздно просыпаемся? Почему мы не используем ваши средства массовой информации для того, чтобы заявить о своих принципах, о своих решениях, о намерениях и так далее? Почему мы не используем телевизионные каналы? Почему нам нужно вот прятаться в толпе, пусть меня простит, когда собирается народ, но все равно это толпа, прятаться в этой толпе и слушать тех, которые подходят к микрофону? Я категорически против, и я не приветствую митинги. Они только нагнетают ситуации. Слава тебе, Господи, я прошу только об одном. 4 числа я просил, скорее бы наступил вечер, чтобы я услышал, что ничего не произошло, ни там, ни там, ни там. Что не было никакого ни кровопролития, не было никаких ни драк, ни потасовок и так далее. Что, ну, поговорили и поговорили, разошлись. Потом я включаю телевидение, слушаю Гордона, слушаю другие передачи, и все об одном и том же. Только как говорите, выясняйте, у вас для этого есть все возможности. Боритесь через средства массовой информации, боритесь по телевидению. Не запрещайте депутатам ходить в американское или в какое-либо другое посольство. Пусть общаются. Вот сейчас происходит событие, то, что, говорит, нас хотят приравнять к арабским ситуациям, с Сирией, с Египтом и так далее. Вмешивайтесь активно в эту ситуацию. Или мы давайте выйдем на митинг и будем говорить, руки прочь от Сирии. От какой Сирии? Мы понятия не имеем, что там происходит. Для этого Лавров не может разобраться, наш уважаемый министр иностранных дел. А мы хотим на митингах разбираться в тех вопросах, в которых есть возможность разобраться в прессе, на телевидении и так далее. Поэтому я против. И я не ходил, и не хожу, и не буду ходить на митинги. Вот, это первое. Что касается происшествия, которое было сегодня на наших глазах в Государственной Думе, это безобразное совершенно происшествие, не имеющее никаких аналогов. Вспомните какие-то причудливые там драки с Немцовым, Жириновского, вспомните его драки с женщинами в доме. Самое главное, что у него окружение депутатов ЛДПР, которое его окружает, и благодаря он опирается, так сказать, вот на их поддержку. Он оскорбил там Воробьева, который стоял на трибуне, женщину, с которой, так сказать, он ее всякими разными словами оскорблял. Потом он вышел, моей помощнице, которая у меня кабинет на 3-м этаже, они говорят, Господи, здесь такой стоял крик, мат, перемат. И ну как можно, это же Государственная Дума. Ну, я был категорически против, когда в 90-х годах выступали мои уважаемые коллеги, тот же Цой, Тальков, Крацкий, Саша, и матерились со сцены, но это не место для мат. В театрах Маяковского и других театрах раздавались, так сказать, вот нецензурные выражения. Но есть слово такое «мундир». Вот я на эстраду выхожу 52 года. Я себе не позволял в нетрезвом состоянии выйти на сцену. Есть, так сказать, вот мундир, который ты надел. Снимешь мундир, там, дома делай, так сказать, то, что тебе, так сказать, хочется. Но есть какие-то обязательные. Не имеет права господин Жириновский, руководитель он фракции, не руководитель, депутат. А самое страшное то, что палата не реагирует на его хулиганское выступление. Пропустили мимо его националистические выступления. Все пропустили. Он оскорблял сегодня всех. И Путина. Он оскорблял сегодня всех. Женщины из КПРФ, там, Воробьева, всех. Он кричал, и никакой реакции. У нас есть комитет по этике, который должен принимать меры по этому поводу.
Поэтому если это покажут, а это покажут по телевидению, это похлеще, чем Болотное, чем Сахарова и так далее. Это просто хулиганские действия. Где? В парламенте. В парламенте. Поэтому я это осуждаю. Иосиф Давыдович, вы сказали, что вы собираетесь покидать сцену после юбилейного тура. А не могли бы вы рассказать, что вы будете делать после этого? Будет ли как-то все-таки, как-то мы сможем вас слышать, видеть? Спасибо. А вот вы спросите, что я сейчас делаю, не выходя на сцену? Я работаю, во-первых, я не знаю, сколько мне осталось жить. Все-таки, извините, я не плачу и не жалуюсь, но я онкологически, так сказать, больной. Избран я на 5 лет. И свободное, как вы говорите, что я собираюсь делать? На меня очень в большой обиде моя семья, моя жена, мои внуки. Я всю информацию о том, что происходит у нас в искусстве, в театрах, в кинотеатрах, на эстраде, я все получаю от моей любимой жены. Потому что она ходит на все премьеры, а я не хожу. Она постоянно общается с внуками, а я мало с ними очень общаюсь и так далее. Много есть общественной работы. Я председатель правления фонда «Щит и лира», помощи сотрудникам, погибших при выполнении служебных обязанностей. Я председатель такого фонда судебных приставов «Кузнецкий мост». У меня есть огромное количество. У меня 2 детских дома в Туле и в Ясной Поляне. У меня есть очень много общественной работы, которая меня поглощает полностью, мне наоборот не хватает времени. Поэтому есть чем заняться, кроме концерта. И потом, в конце концов, я буду иметь возможность ходить на спектакли, ходить на концерты и жить, как жена говорит, поживи нормальным человеком. Вот и хочу, может быть, поживу нормальным человеком. Скажите, пожалуйста, вам удается как-то поддерживать какие-то отношения с Юрием Михайловичем Лужковым? Вы знаете, я не понимаю, почему это вызывает вопросы или удивление. Я дружу не с должностями, а с людьми. Как-то однажды мой сын мне задал такой вопрос, еще когда был жив. Мы с ним создали фонд помощи ветеранам спорта имени Льва Яшина. Такой был Атари Квантришвили, которого застрелили в 1994 году. И увидев его у меня в доме, мой сын, тогда еще ученик в школе, сказал: пап, ну как же у тебя сидит министр обороны Грачев за столом дома, Атари Квантришвили, все, это же настолько люди там разные. И я ему сказал: сынок, я дружу не с должностями, я дружу с людьми. С Грачевым я подружился в Афганистане, с Атариком мы создали этот фонд помощи спортсменам, которых, конечно, в стране забыли, которые ставили рекорды, забивали шайбы и так далее. С Юрием Михайловичем я познакомился очень странно и конфликтно. В 1991 году, когда я пришел просить место на кладбище для Талькова, когда погиб Тальков. Вот я пришел, без предварительного звонка и так далее. Несмотря на то, что я был тогда уже народным депутатом СССР, и он меня не принял. Дождавшись, пока он выйдет из кабинета, я его обругал. Он, так сказать... Так дружба и зародилась. Да. После этого, значит, он сказал: вызовите милицию, выдворите его и так далее. У нас началась конфликта. И вот мы подружились. Мы подружились, и по сей день, так сказать, мы дружим. И, безусловно, я предполагал и знал, что предательство – это самое страшное качество, низменное качество человека. И я прекрасно понимал, что, лишившись должности, Юрий Михайлович лишится и многих, так сказать, так называемых друзей. Поэтому для меня не было, так сказать, сомнений в том, что дружить мне или не дружить с Юрием Михайловичем. Я с ним продолжаю дружить по сей день, вот, и поддерживать его морально.